с моей подругой, а почему ты перестала с А ней? что за подруга? Ну, Лена. Лена. Чуть давно? Что за Лена? Ну, ты с ней общался месяц назад, и потом просто куда-то пропал, и вот, мне интересно, почему. Ты откуда ее знаешь? Ну, моя подруга. Подожди, мы откуда с- ты знаешь, что мы вообще с ней общаемся? Общались. Ну, она мне рассказала, просто, ну, как бы девочки, подружки, они всегда А что рассказывают. ты мне в про переписке своих не парней. сказала, что вы знакомы? Ну, а что такого-то? Ничего такого, Ну, просто... я, во-первых, ты мне понравился. разочаровался. Она мне не сразу сказала, что ей 30. Ну, как бы это старая женщина. В смысле, старая женщина? Ну, взрослая. Я не буду встречаться с 30-летней. Я сам молодой, красивый, я не буду встречаться с 30-летней. Это полбеды. Я потом еще и узнал, что она с прицепом, у нее ребенок есть. Ну, мне это вообще нахер надо. В смысле, Я думаю, нахер? это адекватная причина. Мне зачем воспитывать и, не знаю, кормить чужое потомство? Для чего? Нет, погоди, а вот если мне... Ну, когда мне будет 30, ты что, меня бросишь, допустим, мы с тобой в отношениях, ты скажешь, тебе 30, ты уже Нет, ну старая? мы-то начали встречаться, когда ты молодая. Это первое. Ну, детей, надеюсь, у тебя нету. Нет, детей у меня Ну нет. вот, Ну, гораздо приятнее своих детей. Ну а ты что, будешь воспитывать и, не знаю, кормить, вкладываться в ребенка, которого родила чужая женщина? Ну, а почему бы нет, если мне мужчина очень сильно нравится, и Ну я почему ты со хочу мной с ним тогда общаешься, а не будущее? с мужиками, у кого есть дети? Просто ты мне понравился. Если бы мне понравился такой же мужчина, я бы тоже могла бы с ним встречаться. В этом нет никаких вы проблем. вот пацанов обвиняете, что мы ведемся на внешность. Ты сама повелась на мою внешность, если знала, что я перестал общаться с твоей подругой. И у нас с тобой разные взгляды. Ну, это вообще не проблема никакая. Просто если ей 30, и если у нее есть ребенок, если она тебе действительно искренне нравится, то почему Да бы не не нравится продолжить она с мне. У ней меня есть определенные критерии, и не каждая девушка мне подойдет. Она должна быть молодая, младше 30, в идеале максимум 26-27. И у нее точно не должно быть детей. Она мне об этом еще не сказала. С тобой общаемся, ты только сейчас мне об этом говоришь. Не знаю, вы очень долгое время общались, и просто ей было вообще неприятно, непонятно, почему ты с ней резко Ну, потому взял что и перестал. я просто потом узнал, что у нее есть ребенок. Ну, ты бы хоть Вот и всё. объяснил ей как-то. А зачем мне это надо, если деликатно? мне изначально об этом не сказали? Я не знаю, это вообще Это неплохо ненормально. быть разведенкой с ребенком, но мне это не нужно, это вообще не мое. Сколько ж, блин, ему там лет, что для него 30-летняя уже старая, как он сказал. Ну ладно, тут понятно, с прицепом это все понятно, все логично. Зачем воспитывать чужое потомство? Это я согласен. Потому что, ну зачем? Это у нас эволюционно так заложено. То есть мужчина не будет себя нормально чувствовать. Да, я знаю, предвещая, что, как в комментариях могут написать, что есть люди, которым, ну вот есть мужчины, которым это устраивает. Да, устраивает. Ну это логично. Есть устраивает. Что вот могут и с 5 детьми начать жить по логике вот этой девушки. Потому что, ну, типа, как они обычно говорят, не бывает чужих людей, точнее, не бывает чужих детей, да, там, туда-сюда. Ага, да, конечно. А вот в природе посмотрите, где такое бывает. Если такое исключение редко бывает, то это очень редко, чтобы животные чужое потомство воспитывали. Но это бывает и такое-то исключение, и то. Там они действуют просто по инстинктам. Мы же все равно больше головой думаем в этом случае. Так все правильно, да. Зачем ему? Ну и он имеет право без объяснения причин оборвать. Они что ж так делают? Сегодня ты общаешься, завтра заходишь, ты заблокирован. У меня было такое. Причем я не ругался. Вроде бы, кажется, логично общаешься, но мы просто все разные люди. Что для меня логично, для другого, может быть, где-то его там зацепило оскорбительно. Или мы ж просто потому что, не понимая другого человека, потому что мы его не знаем, и он нас не знает. Поэтому мы там можем какие-то преждевременные, поспешные выводы, точнее, делать. И... Ну, короче, если касается, да, опять же, вернуться к этому видео, она говорит вот, да, почему бы и нет, если бы понравился. Да это она вот сейчас так говорит. А если бы реально коснулась ситуация, она просто не сталкивалась с этой ситуацией. Он тоже, если не сталкивался, но он уже понимает, что это фигня. Я сталкивался, да, я пожил с 2, где были дети, я понимаю, что это такое, поэтому, конечно же, я могу 100% сказать, что нафига надо. Я пожил, я имею опыт в этом, каково жить с чужим ребенком. Я это знаю.
когда ты ему никто, он тебя там послать может и так далее, ты ему не имеешь права ничего сказать, ну и так далее, и так далее. Я думаю, кто имел такой опыт, он понимает. Также и она так говорит, потому что у нее не было опыта. А если бы ей попался такой мужчина с ребенком, ну, который, допустим, по каким-то причинам живет не с мамой, а с отцом, бывает такое. И она бы с ним вот начала жить. И она бы это ощутила. Это просто языком чесать со стороны, что ой, да ты типа не мужчина, не хочешь брать ответственность. Они вот так вот это апеллируют. Типа чужие дети не помеха. Да все это бред. Это просто вот способ, так сказать, давления на психику, манипуляция, чтобы какой-нибудь мужчина повелся, типа, ну да, что я вообще что ли не человек? Ну да, точно. Общество же на разные моменты давит и что-то нам внедряет в голову и так далее, и так далее. Ну, это уж так давно происходит. Вы, парни, орете постоянно. Ты можешь выйти из телефона? Я с тобой общаюсь. Ну, я ж тебя слышу. Вот вы постоянно орете. Девушки, они такие меркантильные, они смотрят на деньги и так далее. А вот мы, парни, на деньги не смотрим. Но при этом Бать, меня сейчас типа тарелочницы выставляют, блядь. от вас часто слышно, что вот вы начинали встречаться с какой-то бедной девочкой без денег, без образования и делали из нее просто звезду. Ну, сука, хоть бы раз кто-то сказал, что вы начали встречаться с откровенно страшной жирной бабой, и вы вместе с ней ждали, когда она похудеет. Вот вы же хотите, чтобы все ждали, как вы подниметесь? Человек с кем-то, кто прям 300 килограмм, прыщавый, потный. Я нет. Ну вот. Ты сейчас вообще две разные вселенные сравнила. Нет, смотри, у всех своя валюта. У мужиков валюта деньги, у женщин валюта внешность. Вы можете категориями ебабельно, не ебабельно. В чем я не права? Ну все. Обоснуй. То есть, по-твоему, мужчины выбирают по внешности, Да. а бабы выбирают по кошельку. Знаешь, один критерий не взвесит все, но он имеет значение. Ну, если говорить просто за инстинкты, то да, мужчины чаще всего просто по внешке мы и должны выбирать, по сути. Ну как, не обязаны ничего, но инстинктивно мы на внешность все смотрим, и они смотрят. Они же не только на кошелек смотрят. В любом случае, если ей мужчина будет внешне неприятен, как он ей сказал, а если будет потный, жирный какой-то тип, ну, вряд ли она сказала нет, она не будет с ним. Но даже, ну, опять же, если, конечно, некоторые готовы, когда кошелек какой-нибудь миллионер, пухлый, есть же такие претенденты, когда какой-нибудь реально жиробас, но он, допустим, миллионер, и некоторые готовы с ним тусить, лишь бы, чтобы получить от него каких-то вот, ну, финансовых, да, выгод. А в данном случае, ну, да, мы на внешность, да, не то, что прям ведемся, но мы на нее смотрим все, и они, и мы. Ну, а мы больше визуалы, потому что мы просто на внешность посмотрели, уже в голове представили, как мы ее раздели и 10 раз покрутили на своем органе, как это будет примерно выглядеть. Все, нам захотелось этого, все. Мы подошли, либо познакомились, либо, ну, короче, как-то вот так вот это работает. Либидо, инстинкт и так далее. Ну, я говорю, по большей части. Может быть, бывают исключения. Я не психолог, я не знаю прям всю психику каждого там, ну, вообще и мужского пола, и женского, нет. Но вот так вот, насколько я по опыту жизни наблюдаю, да. Ну, и эволюционно, если брать историю вообще людей, да. Мы визуалы, мы должны хотеть в первую очередь, да, объект, да, вот, допустим, девушка, женщина, которую мы смотрим, естественно. И они, тоже их немало таких, которые они смотрят, и они должны визуально, чтобы мы их привлекали, помимо кошелька. Как я и говорю, да, есть исключения, которые, даже если особо им не нравится мужчина, но они, зная, что он прям прилично зарабатывает, могут сразу на это повестись. Ну, это такие меркантильные, а если мы говорим о здоровой, нормальной семье, ну, там, да, там совсем все по-другому. Короче, все это как было сложно, так и будет. Что я могу дать мужчине как женщина? Давайте считать. Мусор перед выходом, номер своей карты, QR-код от заказа с ВБ, истерики, несколько рилсов ежедневно, список своих желаний и еду, которая мне не понравилась. Как вы думаете, это не перебор? Это уж точно перебор, да. Понятно, не знаю, шутит она или нет, но есть такие и реальные требования у них. Тоже не прикол, да, что номер карточки, туда-сюда. Ну, короче, все, что она тогда перечислила. Я задолбалась платить за парней. Когда я была на первом курсе и училась в ЮФУ, я встречалась с парнем после учебы, значит, мы с ним пересекались на пересечении Пушкинской и Ворошиловского, сидели в МАКе на тот момент. Он приезжал ко мне из квартиры, учебу он прогуливал, и постоянно говорил мне, что он голодный, и мне приходилось ему покупать в МАКе еду, чтобы он кушал.
Экземпляр номер 2. Это было, когда я уже училась в Москве. Значит, я встречалась с парнем и периодически к нему ездила на квартиру, где мы вместе проводили время. Чтобы приехать к нему, мне нужно было зайти в магазин, купить, значит, пакеты еды, вот, чтобы нам было что кушать в период совместного времяпрепровождения. Экземпляр номер 3. Однажды мы идем с парнем, он поворачивается ко мне и говорит: мне нужно купить сигарет. Этот человек не умеет просить о помощи, не умеет говорить такие слова, как «пожалуйста». Таким образом, он просил меня купить ему сигарет. Именно в тот момент вся любовь к нему прошла. Также были моменты, что, допустим, мы заходим в кофейню, он покупает себе кофе, оплачивает, и все. И все. А я стою. Самый ужасный из этих людей – это я, потому что я почему-то позволяла себе находиться в такого рода отношениях. Ну вот, концовка, она и сделала правильный вывод. Просто с нами происходит лишь то, что мы позволяем. Она просто притягивала таких, да, и по этих парней, которые у нее, которых она перечислила, и она просто позволяла так делать. То есть, потому что приходил вот этот первый и говорит: я хочу там кушать, там, не знаю, на жалость ей давил. И она, ну я ж человек, куплю ему покушать. Как бы, чё ж я совсем. И все, и вот так вот его прикармливала, и он словил этот алгоритм, а мужчина не меняет никогда алгоритм, если он работает. Да, там с женщинами, с девушками какой-то алгоритм он вырабатывает, и так вот с ними и действует. И вот так вот и второе то же самое. Как бы она просто это все позволяла. И тот, который просто кофе там купил, и все, и ей ничего. Ну, она сама с такими водилась. И тот, который тоже, да, сигарет сказал, купи. Просто это такие люди. Я, кстати, в реале знаю такого. Вот общался с одной женщиной, и она сказала, что вот, ну это вот муж, да, который у нее был там, когда они еще не были муж и жена, но сейчас они уже в разводе, там она сама там с ребенком, ну не суть. И да, он тоже так просил: купи мне, не купи мне, вот так вот то же самое делал, заправь мне машину там. И она это тоже делала. Сейчас такое, конечно, не будет делать, типа пересмотрела свои взгляды. Ну вот, да, просто, да, как говорится, на ком ездят, кто позволяет, на том и ездят, и все. То есть вместо того, чтобы подарить мне квартиру, машину, деньги, наличку, хотя бы на первый взнос из чего-то из этого, просто берете и дарите мне Hermes. Реально? Я не знаю, я просто не знаю, кто у вас бывшие, эти умственно отсталые, которые, наверное, у вас выпрашивали сумки, но, мне кажется, ни одна нормальная девушка, проработанная, не будет выпрашивать сумки за 5 миллионов. По размеру я понимаю, что это не 25-ка, и мне просто интересно, что там внутри. Ну, то есть ты сидишь, да, ты знаешь, да, там ты смотришь мой инстаграм, ты знаешь, что у меня нет квартиры, у меня нет машины, и ты первым подарком решаешь подарить мне сумку. Ну, это просто без комментариев. Вот скажите, кто ваши бывшие? Почему вас так плохо обучили просто, банальным вещам? Пожалуйста, мужчины, я призываю вас, дарите нормальные подарки. Квартиры, машины, бизнесы, я не знаю, наличку в крайнем случае. Но не сумки. Сумки не надо. Офигеть, конечно, какой наглёж, проработанный, как она сказала. Да, таких вот проработанных, я не знаю, вот повелся ж какой-то. Это тоже надо быть каким дураком, чтобы подарить, если реально там какая-то сумка за 5 лямов, я не шарю в них. Может, действительно там какая-то дорогая сумка. Ну, это уж наглёж. Да, кричать на видео: дарите квартиры, машины, там, наличку. Особенно вот такой вот. Это каким надо быть? Я даже не представляю, что у меня должно быть в голове, чтобы я такой сижу, и у меня есть такие, да, свободные 5 лямов, и такой думаю: куплю-ка пойду квартиру любимки, с которой я просто там встречаюсь. Да какая разница, даже если уже с какого перепуга? Нет, конечно. Ну, жена, это понятно, когда если ты женился, ты будешь на какой-то территории там на своей там или в общем жить, да, там. Ну, так вот ты просто какой-то рандомный, это ж какой-то, я так понял, паренек просто из Инстаграма или откуда просто взял ей и подарил такую дорогую фигню. Для чего? Я понимаю, он сделал это потому что может, потому что он там, не знаю, вытирается вместо салфеток деньгами, подкуривает ими, я не знаю. Но есть такие ребята, да, которые могут так раскидываться, и для них это норм. Что для кого-то всю жизнь зарабатывать, а для кого-то по щелчку, это понятно. Но это жесть. И особенно, как она себя ведет, не оценивая подарок, и такой вот, офигеть. Ну, короче, да, нет слов. Так, информация для мужчин, которые дарят женщинам цветы. Остальные проходим мимо.
Смотрите, дам вам один классный совет. Если вы дарите девушке цветы, там делаете доставку, дарите либо корзины, сразу упакованные, или просите, чтобы букет уже приносили сразу в вазе. Почему? Потому что это удобно. Ты не думаешь, как куда их ставить, потому что уже все готово. Как их потом выносить вонючие, и вот это все геморрой. Не охуела ли ты, спросите вы? Охуела. Но как есть. Ну, я так понял, это мода сейчас такая. Просто стоять, что-то втачивать на камеру, да? Просто хомячит какая-нибудь, это ж не одна такая, хомячит и рассказывает какую-то хренотень полную, которая никому не интересна. Я понимаю, ее блог там в инсте или в тиктоке, где там, да? Она что хочет, там может хоть голую задницу свою выставлять. Это ее блог. Там не запретишь ей этого делать никакими комментариями. Может выражать любые свои мысли, как, в принципе, да, любой запустивший свой блог. Но, да, охреневшая, да, как она говорит, да, как есть, да, ну кто-то ж послушает и поведется, и будет именно так делать, я уверен, кто-то вот посмотревший из мужчин может повестись, ну, из таких вот, да, которые еще бегают за подобными персонажами, у их ног, там, лишь бы получить к Матильде доступ. Ну, есть же такие, как бы то ни было, их таких все равно много. Заберите меня кто-нибудь замуж. Пожалуйста. 26, детей нет, развода не было, замужем не была никогда. По гороскопу Овен. Титьки 3-го размера. Представляю, как ей после этого видео личку забили. Да, это, как по мне, это не самое лучшее решение выставлять такое видео и говорить просто «заберите меня». Ну, конечно, тебе напишут сразу типы, накидают тебе много фалосов, фоток, да, своих. И, может быть, чудом какой-то там адекватный будет. Хотя мы не знаем, адекватна ли она, нормально ли она. Потому что так вот сидеть на камеру, 5-секундное какое-нибудь там видео записать, это ж одно. А может, она в отношениях там такая будет ужасная, что офигеешь. Ну, хотя, опять же, мы все разные. Для кого-то поведение одного человека ужас полный, для другого, да вообще самое прекрасное на свете. Ну, потому что всех, я говорю, мы разные, понятия по жизни, вид на эту жизнь и так далее, что есть, то есть. Я сказала мужу, что не буду рожать ему ребенка, пока не будут выполнены эти условия. Или мое ТЗ для рождения ребенка. Мне 24, мужу 42. Мы вместе 3 года, через месяц у нас роспись. Детей мы пока не планируем, но когда начнем, вот что мне важно. Первый пункт, на который он, кстати, уже согласился, это покупка мне недвижимости, либо квартиры, либо коммерческого помещения, которое будет оформлено на меня и которое я смогу либо сдавать, либо в случае чего у меня будет мое безопасное место, куда я всегда смогу уйти. Второй пункт — это хороший врач, хорошая клиника. Я хочу рожать только в платной клинике с врачом, которого мы заранее выберем. Также все анализы в процессе планирования и во время беременности тоже мне важно сдавать в платных хороших клиниках, чтобы не сидеть по 3 часа в очередях в государственных поликлиниках. Третий пункт — это делегирование всего быта, хотя бы на первое время, пока я не втянусь и не адаптируюсь. Это, во-первых, какие-то заготовки домашней еды, и, во-вторых, самое важное в этом пункте — это клининг, потому что я ненавижу, когда дома грязно, при этом даже без ребенка. Я не очень люблю убираться, а с ребенком первое время я точно не захочу этого делать. И четвертый пункт — это совместное осознанное родительство. В идеале, конечно, в процессе подготовки я бы хотела вместе пройти какой-то курс, но также мне важно, чтобы мой муж полноценно был включен в родительство. Если вам будет интересно, я в следующей части расскажу еще нюансики. Ну, а если нет, буду рассказывать их мужу перед сном. Пишите в комментариях, как вам мои требования и что важно для рождения ребенка вам. Это требования ужасные, что там еще скажешь, блин, не завидую я этому мужу. Но он там, наверное, весь в чувствах и готов. Фига себе, там, насколько на 20 лет она его младше, там, плюс-минус. Нашел себе, да, молоденькую жену. Ну, имеет право, конечно, почему бы и нет. Но вот эти требования, особенно с недвижимостью, ну, такие себе. Ну, опять же, это их жизнь. Если он согласился и ей это все организует, на нее, чтобы оформлено было, чтобы она там сдавала. Короче, она настолько в нем не уверена, получается, да, изначально, что она уже себе просит подстелить соломку. Чтобы если вдруг у нас что-то не так, я соберусь с ребенком и свалю нафиг туда вот то, что ты мне купил. А ты будешь один тут куковать. И про совместное родительство говорить. Все это, конечно, прекрасно. Но про клининг и про готовку — это вообще убийственная тема. Мне бы, если бы такое зарядили, я бы, конечно, нет. Никогда бы вообще, во-первых, детей бы не делал с такой. Просто покуролесить можно. Понятно, всегда приятно, когда ты с молоденькой тусишь. Но детей никогда. Вот, если она реально ему это все рассказывает и его это устраивает, это жесть. Ну, есть такие мужчины, которых это реально будет устраивать. Перед сном ему там байки травят, я представляю. Так это еще ребенка нет. Если он появится, он вообще там офигеет.
Просто я представляю, организуй мне все просто. Это я как видел видео, я помню, там одна какая-то развелась, и, ну, такая из не совсем там, ну, как, короче, деньги есть, какая-то москвичка. И у нее прям ужасно день проходит. Она встает, буквально там с ребенком совсем чуть-чуть, приходит няня, она отдает няне, уходит просто на всякие процедуры, там, не знаю, ну, женские, всякая фигня. И вот она, например, с 10 утра до 5 вечера на всяких процедурах. Приходит бедная, уставшая, да, там, ну, точнее, отдохнувшая и вообще не офигевшая. И няня уходит. И она вот буквально там с 5 вечера, ну, наверное, может, с полшестого, и вот там до сна, до часов, наверное, 9-10, когда там, не знаю, ребенка укладывают. И все. И вот так вот каждый день вся такая уставшая. Я понимаю, деньги есть, можно себе позволить. Но в нянях есть же большой минус. То, что кто с ребенком сидит, тот его буквально и воспитывает. Она в любом случае невольно привьет ему свое воспитание, свое видение мира. А она будет в стороне. Потом так и получится, что ребенок подрастает и как будто бы не из этой семьи. Да потому что он находился под влиянием других людей. Ну да ладно, это у каждого своя жизнь. А так, по поводу нее требования жесть, конечно. Сними меня. Ты нажала? Да. Сними меня, пожалуйста. Да, мама, боже, ты достала просто... Минуту и все, пойдем. Ты просто меня достала. Подожди, дай я тапки хотя бы сниму просто. Давай сначала проход пустим. Свинота, блин. Достала. Я хочу пойти поесть бургер из картошкой фри просто, мам. Ешь. Снимай. Кому нужны твои эти видео тупые? Просто скажи мне. Вот и для чего мы сюда приехали? Мне нужно. Вот мы приехали сюда, чтобы я тебя поснимала только. Я приехала сюда купаться, если что. Так, давай сейчас 2 кадра сделаем. Никому не нужны твои фотографии странные. Высранные, блин, какие-то. Не знаю, как по мне, но в моем понимании и в моем как воспитании для меня неприемлемо так общаться со своим родителем. Она общается как с подружкой. Ну, для них это окей, я так понял. То есть какой-то офигевший подросток, я так понимаю. Но это неудивительно, сейчас сплошь и рядом такое. Опять же, это плод воспитания. То есть как воспитали, если отдавали там няням. Ну, много этих тонкостей. Опять же, это мое просто видение, как я вижу это со стороны. По итогу, да, понятно, у меня нет своих детей, о чем мне говорит, да, я не воспитал ни одного ребенка. Но как я наблюдаю за обществом, как я это все вижу вокруг, это все так оно, ну, в моем понимании я вижу вот такое. И потом офигевший, да и сейчас вообще в целом офигевший кругом, да, время сейчас такое, походу. А вот еще прикол, ему 50, а он на сайте знакомств ищет 35-летнюю, 35-40, да, ну такой возрастной диапазон. И давайте с вами подумаем, вот 50, да, они уже часто бывают как дряхлые старики, ну правда, вот реально, смотришь на них, они уже, блин, все сморщенные. А 35-40 лет женщина, да, женщине, у нее 45 начинается пик женской сексуальности, да, то есть ей будет невероятно хотеться близости, невероятно хотеться. А у мужчины, который в 50 выглядит на 70, у него уже стоять ничего не будет, ни хрена у него там стоять не будет, понимаете? А вот, что он будет делать с ней? Вот это впихнуть, пытаться впихнуть невпихуемо уже, но нет. Дорогие мужчины, либо вы следите за собой, убирайте свои пузья, приводите свое тело в порядок, занимайтесь физической нагрузкой, и тогда вы можете себе позволить более молодую женщину. А если вам 50, и вы ни хрена собой не занимаетесь, то вам нужно искать женщину лет 60, а то и 70. Потому что, допустим, мои клиентки, и в 70 лет у них желание просто огонь. Нифига себе, она что, врать, что ли? Откуда она знает, что там будет стоять, не стоять 50? Она что, опять же, родилась в мужском теле, она знает все эти нюансы, мужскую психику. Да нифига она не знает. Ну, имеет право на свое мнение, окей, она почему-то так считает с какого-то перепуга. Да, бывают разные случаи, да, бывает, что и в 40, и в 50 уже возникают проблемы. Но это лишь зависит от образа жизни. Генетика, образ жизни там. Если ты, как говорится, своим аппаратом нефть не разбавляешь в ведре, то все будет норм. И ведешь какой-то более-менее нормальный образ жизни, там, не убухиваешься, не укуриваешься в хлам, да будет все норм.
И если, ну, опять же, да, говорю, это генетика. У кого-то либидо будет в 50, хо-хо, еще и 30-летнему фору даст. Опять же, это генетика, образ жизни и все остальное, все остальное. Поэтому что она подгребает? Как будто сама такая сидит, прям свежак 20-летний. Да даже какая разница, даже если бы 20-летняя сидела. Просто сам факт того, что она загоняет про то, что не будет якобы аппарат работать и занимайтесь собой, ну, такое себе. Как бы такое себе. С собой бы лучше занялась. Мне 44 года, я никогда не была замужем, и у меня нет детей. Полгода назад у меня закончились отношения, и я решила вернуться на сайт знакомств. Онлайн я знакомлюсь последние 13 лет, и всегда мне там встречались достойные мужчины, но последние 2 года меня там не было, и там образовалось какое-то страшное болото. Я была настолько шокирована, что вышла в соцсети и поделилась своими эмоциями, спросила, что же случилось с мужчинами за это время. Ну, конечно же, нашлись те, кто попытался меня задеть, сказали, что я просто состарилась за это время. А кто-то сказал, что, в принципе, на сайтах знакомств нормальных мужчин не вводится. Я решила поисследовать этот вопрос, и мне на глаза попалась статья про знакомство после 40. Статья, кстати, из блога приложения знакомств «Подбор», по-моему, называется. Так вот, дело действительно оказалось в возрасте, но не так, как мне об этом писали в комментариях. Во-первых, сразу после 30 уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться. Это сказывается на активности, в том числе и интимной. В то время как либидо у женщин остается высоким до менопаузы, и они предпочитают партнеров на 5-7 лет младше себя. Во-вторых, количество мужчин к 40 годам становится меньше на 8%, а к 55 на целых 29%. В общем, это, конечно, страшные цифры для нас, девочки, но что делать? Надо как-то выходить из этой ситуации. Где рекомендую знакомиться? Ну, конечно же, в первую очередь через знакомых. Старый дедовский способ. Дальше туры по России. Девочки, пакуем чемоданы и едем по городам Золотого кольца. Дальше фитнес-клубы. Ну, это, кстати, абсолютно проверенный способ, лично знаю. И, конечно же, сайты знакомств. Еще дают советы, как можно познакомиться в обычной жизни. Например, сходить к соседу за солью или отверткой. Я, кстати, один раз реально пошла по площадке за солью. Мне открыл такой смешной мужик в майке, в труселях и такой глазами на меня таким смотрит. В общем, девчонки, делитесь своими наработками, как знакомитесь вы после 40. Ну, тоже нифига она выдала. Типа, мужчин там нормальных нет. А как будто бы от женщин пруд пруди. Девушек, женщин просто заходишь, и все просто типичные мамы, хорошие будущие жены, там, мать детей, и вообще, и в общем, хорошая, ну, быт ведет и так далее, и так далее. Ну нет же. Тоже заходишь и просто в шоке. Сколько я тоже на сайтах этих, ну и на сайтах, на этих приложениях знакомств нахожусь и просто в шоке. Смотришь и, да, за голову берешься. Либо они кругом все проработаны и сразу пишут там проработанные психологи, я там свои цели, я такая-сякая. Ну, то есть видно, что вот эти вот всякие курсы цеплялась и так далее, и так далее. Мало попадается каких-то просто более простушек, по крайней мере, даже просто по фото. Либо они там все поголовно путешественницы, просто поголовно. Как не зайдешь, у них там полно фоток, где-то они были. Я не знаю, как у мужчин обстоят дела, я не вижу мужские анкеты. Но это жестко, жестко просто. И она задвигает, что адекватных нет. Ну, опять же, видите, эта картина мира разная. Вот они видят свое, и они считают, что это вот так. Мы видим свое, и мы считаем, что это вот так. И вот этих вот два противостояния. Потому что мы разные, у нас психика разная, мужская, женская. Вообще мы разные люди по факту, как говорится, на этой планете. Мы совершенно разные. У нас просто вид один, да, мы люди, просто вид один. Но разные настолько, и гормонально, физически, мы офигеть как разные. Ну, поэтому и получается вот так вот. Этому чему удивляются? Да, я понимаю, что там неадекватов хватает, опять же, и женщин, и мужчин. Что мужчины есть, там, опять же, свои органы засылают, то реально пишут всякую фигню непонятную. Сколько раз видел скрины, да и так просто знакомился, ну, знакомых у меня есть в реале, да, там женщины, девушки, и говорили, показывали в реале переписки, что бывает такую дичь задвигают, что думаешь, офигеть, да. Ну, а я говорю, опять же, в противовесы мне такие попадались, которые мне просто такую дичь задвигали. Поэтому тут 50 на 50 оба хороши. Кто-нибудь объяснит, что за хуйня с мужиками? Я обычно не злая, но когда меня выводят, я вот такая становлюсь. Когда договорились с человеком увидеться, я, значит, проснулась с утра. Ну, понятное дело, что нужно человеку покушать.
Я планировала пойти поесть, и он такой говорит, давай встретимся. Я говорю, да, хорошо, давай, через сколько ты будешь? Он говорит, 40 минут. Думаю, ладно, хорошо, подожду, окей. Ну, я пока, значит, собралась, косметику нанесла туда-сюда. Он, значит, выехал и говорит, мне ехать к тебе 20 минут с левого берега. Я говорю, хорошо, проходит 10. Я спрашиваю у него, через сколько ты будешь? Он пишет, 20 минут. Я говорю, ого, капец, ну ладно же. Он говорит, а почему ты так спешишь, торопишься познакомиться, тра-та-та? Я говорю, ну я же тебе сказала, что я хочу кушать, я с самого утра встала, и я тебя жду. Я не пошла есть, я тебя жду. Ну, естественно, познакомиться, увидеться, пообщаться, посмотреть на друг друга, понять, подходим мы друг к другу или нет. Он такой, хорошо тогда, давай. Хорошего дня тебе, пока. Как вы вообще сидите на этом Тиндере? Объясните мне, пожалуйста, вы, блядь, для прикола там сидите или для галочки, я не знаю. Ну, по мне, так этот мужчина не ошибся, что сказал ей хорошего дня и соскочил. Потому что, возможно, она уже в таком формате начала с ним общаться. Я понимаю, мы каждый можем агрессировать, каждого можно выбесить, каждый может вот так вот на камеру общаться. Ну, вообще не на камеру с кем-либо, да, другим. Все мы люди, каждого, возможно, даже самого спокойного выбесить, что потом прячься, да, лучше от таких людей. Поэтому, ну вот просто у нее подгорело. Но с другой стороны, сидеть специально голодный и ждать, что вот мужчина приедет и тебя накормит, напоит, я бы поел. Чтобы просто не было потом такой ситуации, опять же, она ж какая бы получилась ситуация, ну вот бы он доехал. Поехали бы они там, не знаю, кафе, ресторан, поехали, куда бы они поехали, я без понятия. Или поехали бы они вообще туда, может быть, у него другие планы были. Да, понятно, у него планы, скорее всего, были как-нибудь ее по-быстрому склеить и воткнуться в нее. Это что есть, то есть. Скорее всего. Потому что если они просто ехали знакомиться, вряд ли он ее рассматривал уже сразу как мать детей и самую прекрасную на свете. Очень сомневаюсь. В 95% случаев это вот для этого, в принципе. И что? И вот она бы, приехали бы, она там заказала бы 5 блюд, и он бы охерел бы, тарелочница, и соскочил бы. Какое-нибудь такое потом видео было бы, что он сказал бы, да ну ее нахрен, пускай сама за все платит, и соскочил бы. И она бы потом вот так вот еще бы негативила на камеру. Поэтому, ну, блин, ну, такое себе. Тут дело не в Тиндере, а люди фиговые везде могут попасться. Ну, и она, видно сразу, что не подарок. Мужчины, у меня к вам есть один вопрос. Я сейчас нахожусь в горах. И когда я выгляжу как бомж, то есть у меня вот грязная голова, я обгоревшая, отекшая, лохматая, одета не пойми во что. Ко мне подходят, знакомятся мужчины, предлагают свою помощь, угощают меня. А когда я в городе с укладкой, макияжем, в красивом платье, ни разу ко мне никто не подошел, не познакомился, даже не заговорил. Объясните, почему так происходит? Ну, опять еще одна очередная, точнее, снова не может понять, почему так происходит. Я помню, в предыдущих видео тоже попадалось такое видео, обсуждали уже этот вопрос. Ну, тут просто то, что в данном случае мужчина видит безопасного персонажа, и все. Когда девушка, женщина не нафуфыренная, такая спокойная, домашняя, неприлизанная, не выглядит так офигеть, как какая-нибудь там, ну, как она говорит, там, при макияже, при какой-то одежде, укладка, то это более безопасный вариант. Мы чувствуем, что это, ну, норм, и можно как будто бы безопасно подойти, и как будто бы не будет агрессии. А когда они такие уже нафуфыренные идут, это уже какой-то опасный момент. Уже в голове сразу прокручиваешь, думаешь, блин, ну сейчас по-любому, вот, даже если помочь там попробуй, то накроют тебе матом и все, скажут, иди нахрен отсюда и все. Потому что просто такая прифуфырина идет. Это просто отталкивает, да, на самом деле. Ну, понятно, что другое дело, когда вы уже где-то там на сайте знакомств договорились встретиться, и она приехала на встречу там нафуфыренная. Это понятно, вы уже предварительно как-то пообщались. И понятно, почему это норм, что она приехала не в домашних вещах, в которых спит, там, условно говоря. Это все ясно. А тут, когда ты вообще не общался никак с человеком, да, это действительно отталкивает, и вот такой образ, как она говорит, вся потрепанная, там, загоревшая и все такое, это просто более безопасно, и поэтому и подходят. Я извиняюсь, ваше мнение про современных девушек? Ваше мнение про современных девушек? Девушек? Да. О, какой хороший вопрос. Вы знаете, терпеть не могу современных девушек. Реально? Да. А чего так? Они очень противные, невоспитанные. Да. Очень, даже парни лучше.
Да? От парня нормальные, Мгм. да, нормальные, воспитанные. Ну, есть вот такие. А девушки... ой, Тихий ужас. Тихий ужас. Тарелочницы, да? Очень некрасиво. Во-первых, они курят. А. Это капут. И на сигареты сейчас уже ж Это курят. ужасно. Электронные. Ага. Развязно себя ведут. Ну, Голые ходят. ну мне не нравятся мне современные Мгм. девушки. Вот парни ничего. Да. Я понял. Ничего, Хорошо. да. Держитесь, Ага. да, парни. Тоді, получается, з парнями встречаться, да, треба? А да и получается, что сейчас парню найти приличную девушку, Да, это громадная проблема. вот так, да. Да. Я Я понял. понимаю, потому что ой-ой-ой. Ну, бабушка, да, по факту разложила вместе с дедушкой, да, там. Все по факту. По факту оно так и есть. Ходят с пачка с электронками, все такие нафуфыренные, да, там то губы, то ресницы, то ногти километровые, то реально там полуголые идут. Ну, таково сейчас поколение. У каждого времени свое поколение. То раньше там, какие там 80-е, были такие, то штаны широкие носили, причесоны были длинные, какие-то свои там, да, вещи были, которые казались странному, старшему поколению было странно. Сейчас вот старшему поколению странно вот это. Да, ну такое вот поколение, потому что, ну, маркетинг такой. Это есть на рынке, это востребовано, и это потребляют, и поэтому, естественно, это все молодежь, а молодежь в первую очередь все технологии начинает впитывать, потреблять. Ну вот они, да. Но тогда согласен, то, что сейчас очень тяжело найти. Мы говорим, если нормальный мужчина, который действительно ищет семью, нормальную найти, которая будет мать детей, там, хорошей женой и так далее, ну, для его понятия, там, по каким-то качествам, это реально сложно. Потому что вот мне, когда, опять же, не курящему, не пьющему, вот такая вот расфуфыренная с электронкой мне нет. Ну, я не рассмотрю такую мать детей. Да, я могу рассмотреть ее, просто воткнуться, да, если внешне будет симпатизировать, ну, если мы говорим об этом. А вот мать детей именно, ну, нет. Ну, потому что, блин, нет. Такое поведение будет, для меня будет, как говорят, недостойно. Понятно, что и во мне какие-то там качества, которые будут отталкивать и могут отталкивать там современных девушек, женщин. Но в них, просто правильно бабушка и говорит, сейчас просто тихий ужас, и с парнями, ну, не со всеми понятно, как она и говорит, что да, бывает, как она там сказала, тоже косяки, но по большей части как-то все-таки получше ситуация. Подружка недавно выложила ролик о том, что у нее очень высокая либидо, и она не знает, как с этим справляться, и она нашла себе любовника. И вы знаете, у нее там посыпались комментарии женщин, которые ее поддерживают и говорят: да, я тебя понимаю, но также и комментарии мужчин, которые начали на нее ярлыки вешать о том, что она шлюха, легкодоступная, ее там... У меня ситуация похожая. У меня очень высокая либидо, но есть одно но. Я не могу найти любовника для секса, потому что я возбуждаюсь, когда у мужчины есть интеллект, когда у меня с мужчиной есть эмоциональная близость. И когда я понимаю, что мы с ним можем выстроить отношения в будущем. Ну блин, я не могу заниматься сексом просто ради секса. Я правда не понимаю, я где-то даже завидую тем девчонкам, которые вот так вот легко себе находят несколько любовников и распределяют. Один мужчина для секса, один мужчина для путешествий, для подарков, третий мужчина там для отношений, и она продолжает быть в поиске. Я так не умею. Есть мужчины, с которыми я провожу классное время, но если я перехожу с ним в секс, то я четко понимаю, что это будут выстраиваться отношения. Я не понимаю, как, у меня не получается. Причем, знаете, это у меня не появилось вот сейчас, да, вот я такая стала осознанная последние там 5 лет, прокачала себя. Это у меня было все время так. Я развелась с мужем, с которым у меня был постоянный секс на протяжении 7 лет. И я вот такая думаю, сейчас я переезжаю в Киев, столица, огромное количество мужчин, вот я буду пробовать разный секс. Угу. Следующий мой секс произошел через год. Причем такой очень печальный. И я такая думаю, блин, чё? Как бы? А что происходит? Почему я не могу заниматься вот так вот легко сексом? И это моя проблема, правда. Я не понимаю, что мне делать. Ну ничего страшного, проработается еще, как она говорит, там 5 лет прорабатывается или что, и сможет прыгать на любой дилдак, сможет запрыгнуть.
все ж прорабатывается. Раз она смогла там свою какую-нибудь фигню проработать, как они сейчас такие все проработанные психологами, и это проработает, и будет прыгать, а что нет? Ну, а так это, конечно, ужасно, то, что там поддерживают в комментах. Да, я понимаю, ее мужчин высокая либидо, но логика в чем? Что, конечно, если она без мужа, ну, то есть у нее мужа нет, детей нет, и она вот просто нашла себе типа, с которым, ну, у них вот такая вот связь, она просто занимается с ним интимом, и все. Имеет право, это то же самое, как и мужчина, которые, немало же тоже мужчин, которые просто находят себе там женщину, девушку, и просто у них интим, и все, больше ничего. Они там не живут вместе, их обоих это устраивает. Вот это вот, да, это просто вот главное, чтобы это обоих устраивало. А, конечно, когда замужем, там, женат и так делают, ну, да, в моем мире это ненормально. Но я знаю, что даже включая тех, кто, скорее всего, будет смотреть, в их мире это норм. Что мужчина может пойти налево от жены, что жена может пойти там к соседу за солью. И все, и это норма. Я даже знаю вплоть до того, что это, опять же, не ново ни для кого, что осознанно муж и жена приглашают третьего партнера. Там девушку, либо мужчину. И либо мужчина там, она там может прийти с другим мужчиной где-нибудь в комнате, там вонзиться, да, с друг другом потыкаться. Либо он может привести, то есть у них такие какие-то... Но при этом они вместе живут, и у них типа какая-то своя любовь. То есть, как говорят, каждый сходит с ума по-разному. Мы все разные, и вот эта картина мира, она у всех разная. Для кого-то это полный ужас, но я стараюсь ко всему относиться, хоть это в общем, да, в обществе это как бы ужас, но я пытаюсь уловить логику. Что, ну, просто, да, такое бывает, такие вот люди. Но я сразу, я имею в виду, не сужу, что они вот из-за этого просто ужасные, там, те же свингеры или кто-то там. Ну, просто такое и есть. То, что повозмущаться, это не поможет ничем. Это всегда будет, и было, и будет. Но в данном случае, да, если, конечно, как я говорю за подругу, если она одиночка, то да. Ну, ужасен, конечно, вот этот факт, за него можно повозмущаться, что... Они, как она говорит, как у них там есть там то один для секса, другой для путешествий, третий типа для отношений, хотя в смысле. Ну, тот, кто у тебя для секса, тот, по идее, может быть для отношений, а нет, или тот для путешествий. Короче, все к тому, что она соглашается, что да, вот пользуются мужиками, или как сказать, мужчинами, да, как хотят, но они мужики чаще всего называют, не мужчины, да. Как они говорят, мы можем пользоваться мужиками как хотим. Ну, потому что, опять же, позволяют мужчины. Ведутся на это все, и как бы, да, но опять же, они чаще друг о друге могут и не знать, что вот так вот может быть действительно у нее 3-4 ухажера, и они друг о друге вообще не знают. Что действительно она с одним путешествовать полетела, просто сказала всем остальным, что она на свои деньги полетела, с другим просто тыкается, и он о других не знает. Ну, хотя, в принципе, тот, который с ней просто тыкается, ему действительно по боку, есть там у нее хоть трое, хоть четверо, какая разница, мне было все равно, если у меня просто был бы тупо интим, и все. Чисто на взаимной основе мы друг другу в этом плане приятны, и все. Ну, а так, короче, да, такое себе. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь мнением в комментариях, и всем пока.